Привет, друзья! Эта история начиналась как обычная загадка, но закончилась тем, чего никто не ожидал. Проверьте подписку на канал и приятного просмотра. 18 мая 2001 года гидропост в Ленске показал 20 метров 12 сантиметров. Критическая отметка для этого города — 13,5. 90% Ленска ушло под лед, и паводок за двое суток 24 тысячи человек вывозили лодками и вертолетами. А 19 мая в Якутск перегнали 5 фронтовых бомбардировщиков и завезли 150 авиабомб, чтобы разбить ледяную пробку ниже города. Через 8 месяцев по этому же руслу пошли груженные фуры, потому что другой дороги здесь нет и не будет. 4400 километров. 13 историй, которые эта река держит при себе. 3 вопроса, ради которых имеет смысл досмотреть до конца. Первый. Почему река, на главном русле которой нет ни одной плотины, каждую весну делает то, чего не позволяет себе ни одна зарегулированная река Европы? Второй. Что именно держит мерзлота в ее берегах и почему за этим сюда едут исследователи из десятка стран? И третий, самый неудобный. Как живут люди, для которых река — единственная дорога, и что с ними происходит в те недели, когда дороги нет ни по льду, ни по руслу? Ответ на каждый придет по ходу ролика, и будет еще одна история, отдельная, про охотника, который продал свою находку за 50 рублей и после этого попал в мировые научные каталоги. К нему вернемся в 5 главе. Чтобы понять характер этой реки, надо посмотреть, почему она течет. Под ней сибирская платформа, древний жесткий блок земной коры, перекрытый морскими осадками кембрийского возраста. Сверху на все это легла мерзлота, и не тонким одеялом. В районе Вилюя ее мощность доходит до 1370 метров. Это мировой рекорд глубины промерзания. Лена — крупнейшая река планеты, которая целиком лежит в зоне вечной мерзлоты, и крупнейшая река России, чей бассейн целиком помещается внутри одной страны. 10-я в мире по длине, 8-я по полноводности. Здесь сразу надо сказать неприятное, потому что дальше пойдут числа. Источники по Лене расходятся, и расходятся заметно. Длину чаще всего дают как 4400 километров, это с Быковской протокой в дельте, без нее выходит 4294, а в части справочников встречается и 4260. Площадь бассейна почти везде записана как 2 миллиона 490 тысяч квадратных километров, но в отдельных изданиях указано 2 миллиона 418 тысяч. Годовой сток оценивают то в 515, то в 542 кубических километра. Разброс не потому, что кто-то ошибся. У реки с 800 протоками в устье любая цифра зависит от того, где вы поставили точку измерения. Дальше я буду называть цифры так, как их дают источники, и там, где они спорят, буду говорить об этом вслух. История легла на эту геологию быстро и жестко. Казаки вышли к Лене в начале 17 века, и почти сразу на ее берегах появились опорные точки – Керенский острог в 1630-м, Якутск и Жиганск в 1632-м. Дальше через эту реку прошло все – пушнина, золото, каторга, полярные экспедиции, северный завоз, алмазы Вилюя. Каждая эпоха что-то здесь оставила, а мерзлота ничего не отдает по своей воле. 13 таких историй. Дальше, по порядку. Тайна первая. Скалы, которые старше почти всего живого на Земле. Хангаласский улус Якутии, правый берег Лены, 104 километра выше города Покровска. Река делает поворот, и по всей длине изгиба поднимается стена, вертикальные каменные столбы, стоящие плечом к плечу, серо-желтые, местами красновато-бурые. Высота до 220 метров над рекой, отдельные вершины выходят на отметку в 321 метр над уровнем моря. Сложены они кембрийскими известняками. Возраст самой породы – от 560 до 540 миллионов лет. Это ранний Кембрий. Чтобы стало понятно, что это значит, тогда на планете еще не было ни деревьев, ни насекомых, ни рыб в привычном виде. Вся жизнь помещалась в море, а суша представляла собой голый камень. Известняк – порода биологического происхождения, и в этом весь фокус. 500 миллиарда лет назад здесь плескалось теплое мелкое море. В нем массово размножались мелкие организмы с известковыми раковинами и скелетами. Умирая, они падали на дно и ложились слоем. К ним примешивались ил, песок и органика. Слой за слоем, миллион за миллионом лет, под весом верхних толщ, этот осадок спрессовывался в камень.
То есть каждый столб – это спрессованное кладбище морских существ, накопленное за десятки миллионов лет. Разрезы здесь такого качества, что по ним построена международная шкала Нижнего Кембрия – Томмотский, Аддабанский, Батомский и Тайонский ярусы. Все 4 имеют опорные разрезы на этой реке и ее притоках. Геологи всего мира, работая с породами возрастом 500 миллиарда лет, сверяются с сибирскими обнажениями. Об этом не рассказывают в школьных учебниках, а надо бы. В этих же известняках лежит то, ради чего сюда приезжают палеонтологи. Эталонные разрезы Нижнего Кембрия здесь охватывают промежуток примерно от 535 до 520 миллионов лет назад, а это и есть время события, которое в науке называют Кембрийским взрывом. За геологически короткий срок в океанах планеты возникли почти все известные сегодня типы животных. До того были мягкотелые непонятные формы, после – существа со скелетом, панцирем, глазами и челюстями. Из ленских обнажений извлекают археоциат, древнейших рифостроителей, похожих на губки, брахиопод и трилобитов, членистоногих в панцире, ползавших по дну теплого моря 500 миллиарда лет назад. В Хамгаласском улусе описаны находки трилобитов вида Bergeroniellus asiaticus. В 2023 году из нижнекембрийских слоев подняли окаменелости животных, которых прежде не описывали вообще. Смотришь на голую желтую скалу над рекой, а перед тобой момент, когда жизнь на планете впервые обзавелась твердыми частями тела. Но почему формы именно такие, отдельные столбы, а не сплошная стена? Работали 2 процесса, и работали долго. Сибирская платформа медленно поднималась, из-за подъема в толще известняка пошли трещины и разломы, а река врезалась в породу и вскрыла ее на всю высоту. Дальше включился карст. Вода просачивается по трещинам и растворяет известняк изнутри, расширяя каждую щель в щель побольше, потом в узкий коридор, потом в проход между 2 каменными башнями. Сверху на карст наложилось морозное выветривание, и вот тут климат сработал как долото. Перепад температуры здесь около 100 градусов за год, зимой до минус 60, летом до плюс 40. Вода затекает в трещину, замерзает, расширяется и отрывает от массива пласт. Каждый год. 500 миллиона лет подряд. Сам рельеф, который мы видим, молодой по геологическим меркам. Ему около 400 тысяч лет. Порода древняя, а форма новая. 2 июля 2012 года на 36-й сессии Комитета всемирного наследия Ленские столбы включили в список ЮНЕСКО по 8-му критерию, как выдающийся геологический объект. С 6 августа 2018 здесь национальный парк площадью 12 179 квадратных километров. Внутри его границ прячутся вещи, которых на этой широте быть не должно. Тукуланы – настоящие песчаные дюны посреди тайги, реликт холодной пустыни, существовавшей 15-20 тысяч лет назад. Самый крупный, Саам из Кумага, занимает около 3 квадратных километров, тянется почти на 4 километра и лежит в 2 шагах от мерзлоты. Здесь же находили окаменелые остатки мамонта, бизона и шерстистого носорога. А в устье ручья Диринг-Юрях, ниже по течению, находится стоянка древнего человека, вокруг возраста которой археологи спорят 4-е десятилетие подряд. И я вернусь к ней в 3 главе, потому что цифры там такие, что в них до сих пор отказываются верить. Что вообще делали люди на этих скалах 500 миллиона лет спустя после того, как отсюда ушло море? Тайна вторая. 7 километров, которые развернули целую реку. Теперь поднимемся к самому началу, за 2 с лишним тысячи километров вверх по течению. Исток Лены находится на западном склоне Байкальского хребта, на высоте 1470 метров над уровнем моря, в небольшом заболоченном понижении, где лежит озерцо, известное под названием Негодиен. Великая Сибирская река начинается ручьем шириной около метра и глубиной в несколько сантиметров. Его можно перешагнуть, не замочив обуви. С 1997 года здесь находится маленькая деревянная часовня, поставленная на границе Качугского и Ольхонского районов Иркутской области. И вот здесь начинается самое странное. От истока до Байкала 7 километров.
Именно эту цифру дают краеведческие и туристические источники, и она же ходит по путеводителям. Справочные издания осторожнее. Одни пишут про 10 километров к западу от озера, другие про 12, а география хребта такова, что результат зависит от того, от какой точки на изрезанном Байкальском побережье вы меряете. Разброс от 7 до 12 километров – это честная картина, а не разночтение по недосмотру. Суть от этого не меняется. Капля, упавшая на склон, могла бы через час оказаться в Байкале, но водораздельный гребень разворачивает ее в противоположную сторону, и вместо километра пути она уходит на 4400 километров на север, в Северный Ледовитый океан. Несколько десятков метров каменного гребня и совершенно другая судьба у целой реки. Дальше эта нитка набирает массу с такой скоростью, что цифры перестают укладываться в голову. У Киренска в верхнем течении средний расход составляет около 1100 кубометров в секунду. В Устье от 15,5 до 17 тысяч кубометров в секунду по разным оценкам. На гидрологическом посту Кюсюр многолетний средний расход дают как 16 800. Зимой в Межень, когда река спит под метровым панцирем, расход падает до 366 кубометров в секунду, а в пик паводка эта же река способна выдавать более 200 тысяч кубометров в секунду. В июне 1989 года зафиксировали 104 тысячи. Разница между зимним минимумом и половодьем в сотни раз. Ни одна крупная европейская река себе такого не позволяет, потому что все они зарегулированы плотинами. Здесь плотин нет. Отдельно надо сказать про календарь, по которому эта река живет, потому что вся дальнейшая история упирается именно в него. В нижнем течении Лена начинает замерзать с конца сентября, в верхнем — с конца октября, и подо льдом она проводит больше половины года. Вскрытие идет в обратном порядке, снизу вверх по календарю и снизу вниз по карте. Начинается в конце апреля в Верховьях и заканчивается в середине июня в Устье, то есть растягивается на 30-50 суток. Сам ледоход в каждой конкретной точке проходит быстро, за 4-6 дней, но эти дни решают все. Распределение стока чудовищно неравномерное. На май и июнь приходится около 40% годового объема. На промежуток с июня по октябрь больше 90%. В 8 месяцев река почти неподвижна, а потом за несколько недель прогоняет к океану почти все, что накопила. Массу ей дают 4 главных притока – Витим, Алекма, Алдан и Вилюй. Один только Алдан несет 5060 кубометров в секунду и собирает 729 тысяч квадратных километров. По меркам Европы это отдельная великая река. Здесь же он просто приток. Судоходство начинается от пристани Качук, то есть почти от истока, и тянется до самого моря. Река, которую в Верховьях перешагивают, ниже несет морские суда. И ровно там, где она еще узкая, на прибрежных скалах у Качуга, нанесены изображения, которые старше почти всего, что мы называем историей. Кто их сделал? Секунду, я редко вот так вылезаю, но тут надо. Если вам зашло, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня очень важно. Все, продолжаем. Тайна третья. 3000 рисунков и спор, которому 4-й десяток лет. Шишкинские писаницы находятся на правом берегу Лены, рядом с поселком Качуг Иркутской области. Это 4 участка скал, растянувшихся почти на 3,5 километра, и на них нанесено более 3000 изображений. Обнаружили их в 1745 году, в эпоху академических экспедиций, когда Сибирь только начинали описывать научно. Самые ранние рисунки датируют возрастом примерно в 15 тысяч лет, то есть каменным веком, самые поздние — 16-19 веком. Между этими двумя крайностями лежит непрерывная летопись длиной в 1,5 десятка тысячелетий, нанесенная на одну и ту же скалу разными народами, которые друг о друге ничего не знали. Техник 3, и они меняются вместе с эпохами. Часть изображений выполнена охрой, минеральной краской, которая держится на камне тысячи лет. Часть выгравирована, часть выбита пикетажем, то есть точечными ударами. Сюжеты – сцены охоты, перекочевки, звери, лодки, мифические существа, всадники. И один из этих всадников известен сегодня каждому жителю республики, хотя далеко не каждый знает, откуда он. Фигура конного знаменосца, датируемая VI-IX веком нашей эры, приписывается курыканам, народу, которого считают предком якутов. Именно этот всадник со знаменем изображен в центре герба Республики Саха.
государственный символ региона, снят с наскального рисунка на прибрежной скале. У памятника есть проблема, о которой говорят неохотно. Скала разрушается сама по себе. Известняк и песчаник не вечны, а перепад в 100 градусов за год работает по рисункам ровно так же, как по столбам. Плюс вандализм. Поверх древних фигур регулярно появляются свежие надписи. В 22 году памятник начали оцифровывать, чтобы сохранить хотя бы точную копию, потому что оригинал по-хорошему не спасти. Если бы такое количество наскальных изображений нашли где-нибудь в Средиземноморье, о них знал бы каждый школьник планеты. Здесь их бьют ломом и подписывают краской. А теперь про ту стоянку, которую я обещал в первой главе. И держитесь крепче. Диринг-Юрях, устье ручья на правом берегу Лены, в 140 километрах выше Якутска. Раскопки начались в 1982 году. Руководил ими археолог Юрий Мочанов. Из галечника извлекли грубые каменные орудия, и Мочанов заявил датировку, от которой археологический мир встал на дыбы. 2-3 миллиона лет. Если принять эту цифру, вся схема расселения человечества рассыпается, потому что орудия такого возраста до того находили только в Африке, а Якутия — это 60-я широта с зимами под -50. Проверять взялись независимо. Американский исследователь Майкл Уотерс применил термолюминесцентный метод и получил порядок в 300-350 тысяч лет, честно оговорив, что это предел возможностей самого метода, а не возраст находки. Позднейшие термолюминесцентные оценки дают вилку в 260-370 тысяч лет. Часть специалистов, анализируя палеосреду и сами артефакты, называет от 1,8 до 3,2 миллиона лет. Итог на сегодня выглядит так. Большинство археологов признают дирингские предметы делом рук человека, а вот датировка остается открытой, и разброс между версиями почти в 10 раз. Ученые до сих пор не могут договориться, кто разжигал огонь на этом берегу и когда. Тайна 4. Холодильник глубиной больше километра. Вся Лена ниже верховьев течет по мерзлой земле, и это не метафора. Многолетние мерзлые породы — это грунт, который не оттаивает круглый год на протяжении тысячелетий. Летом отходит только верхний деятельный слой толщиной от нескольких десятков сантиметров до пары метров, а ниже держится минус, и держится он веками. В бассейне Лены мерзлота достигает максимальных на планете значений. В районе Вилюя бурение показало толщину до 1370 метров. Больше километра непрерывного холода под ногами. Ни в Канаде, ни в Гренландии, ни на Аляске такого не нашли. Занимаются этим здесь основательно и давно. Институт мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске организован в 1960 году и работает по эволюции криолитозоны и инженерной геокриологии. При институте есть подземная лаборатория, уходящая на глубину 12 метров. Туда спускаются по лестнице и попадают в галерею, где минус круглый год и стены покрыты кристаллами иния, растущими десятилетиями. Сам Якутск – крупнейший город мира, построенный на мерзлоте. Около 350 тысяч жителей, и все здания стоят на сваях, вбитых в мерзлый грунт, с воздушным зазором между грунтом и первым этажом. Зазор нужен, чтобы тепло здания не растопило то, на чем это здание держится. Уберите продухи, и дом поедет. Что мерзлота держит внутри – отдельная история, ради которой сюда едут палеонтологи со всего света. Мамонтова гора находится на левом берегу Алдана, в 310 километрах выше его устья, между Крест-Хальджаем и местом впадения Татты. Это плато высотой около 80 метров, нависшее над рекой, и его обнажения тянутся вдоль русла на 5 километров. Слои здесь читаются как книга, в них найдено более 250 родов ископаемых растений, часть из которых не встречена больше нигде на планете. В 1976 году тут подняли 4-й в мире скелет шерстистого носорога. С 1987 года это памятник природы. Собранное хранится в музее мамонта имени Лазарева при университете в Якутске, созданном в 1991. Остеологическая коллекция превышает 3000 единиц и покрывает практически всю мамонтовую фауну. Период примерно от 120 до 10 тысяч лет назад.
У этой кладовой есть и коммерческая сторона, о которой стараются не говорить громко. Ежегодно в Якутии добывают около 122 тонн мамонтового бивня. В республике сосредоточено до 90% мировых запасов, а общий потенциал оценивают примерно в 500 тысяч тонн. Сотни людей каждое лето уходят в отдаленные районы на промысел кости. Как это выглядит вблизи, описывали и парламентарии республики, и федеральная пресса. Артель забрасывается по реке за сотни километров от жилья и живет там месяцами. Мерзлый обрыв размывают напором из мотопомпы, вымывая породу слой за слоем, пока в грязи не покажется бивень. Сезон короткий, техника ломается, вертолет, дорог, удачи не гарантировано никому, но одна результативная экспедиция способна закрыть человеку вопрос с жильем, потому что основной покупатель находится в Китае и платит за качественный бивень всерьез. Депутаты республики годами предлагают вывести добычу из тени, оценивая нелегальный оборот в миллиарды рублей. Побочный эффект у этого промысла тяжелый. Размывая обрывы, артели уничтожают геологические разрезы, по которым можно было бы читать климат последних 100 тысяч лет. Кость уходит на рынок, а научная информация — в реку. И вот тут появляется тревожная арифметика. Потепление в этих широтах идет в 2–2,5 раза быстрее среднемирового. Мерзлота теряет несущую способность, сваи под домами слабеют, береговые обрывы в низовьях обваливаются кусками. То, что тысячи лет лежало запечатанным, начинает вытаивать само. Именно так и была сделана самая знаменитая находка этой реки. Только сделал ее не ученый и не старатель, а обычный охотник, который ждал 5 лет. Что он получил за нее? Тайна пятая. 50 рублей за мамонта. 1799 год. Быковский полуостров в дельте Лены. Плоская тундровая коса, обрывающаяся в море лаптевых. Эвенкийский охотник по имени Осип Шумахов промышлял в этих местах и однажды заметил в обрыве темную бесформенную глыбу, вмерзшую в лед. Что это такое, было непонятно. Он вернулся туда на следующий год, и на следующий, и еще. Обрыв оттаивал медленно, по несколько сантиметров за короткое лето. Шумахов ждал 5 лет. В 1804 году лед наконец сошел, и на песчаную отмель под обрывом вывалилась целая туша гигантского зверя с шерстью и кожей. Дальше он поступил ровно так, как поступил бы на его месте любой человек, которому надо кормить семью. Он отрубил бивни и повез их продавать. Купил их якутский купец Роман Болтунов, заплатив 50 рублей. По тем временам сумма серьезная, за нее можно было взять несколько лошадей. Но Болтунов оказался человеком любопытным. Он поехал посмотреть на самого зверя, сделал на месте промеры, а потом по памяти нарисовал его. Рисунок вышел неуклюжий, уши получились слоновьи и слишком большие. Бивни завернуты не в ту сторону, пропорции гуляют. Зато это был первый в истории рисунок мамонта, сделанный человеком, который видел животное собственными глазами, а не восстанавливал его по костям. Именно этот кривой набросок попал в руки к ученым и заставил их немедленно собираться в путь. Летом 1806 года ботаник Михаил Адамс, находившийся в Якутске в составе дипломатической миссии, услышал от торговца костью, что в дельте лежит замерзший мамонт. Он нанял 4 казаков и спустился по Лене вниз, почти 2000 километров по реке в один конец. В конце июня Адамс добрался до поселка, где жил Шумахов. В конце июля они вместе с охотником и 10 местными жителями вышли к туше. Картина оказалась хуже ожидаемой. За прошедшие 2 года дикие звери и собаки объели почти всю мягкую ткань. Хобот пропал целиком. Но остальное уцелело, и это остальное оказалось бесценным. Адамс вывез шкуру, по его описанию такой тяжести, что 10 человек сдвигали ее с большим трудом, вывез около 40 фунтов шерсти, собранной с земли, и вывез скелет, полный, за исключением одной передней ноги. Возраст самого животного позднее определили примерно в 37 тысяч лет. Скелет доставили в Петербург и смонтировали в зоологическом собрании Академии наук. Это был первый в мире скелет мамонта. До него никто не видел зверя целиком. Только отдельные кости и бивни, которые столетиями продавали как рог подземного чудовища.
С этого экспоната началась научная палеонтология мамонтовой фауны. И он выставляется до сих пор под названием Адамсов мамонт, он же Ленский. А теперь сложите цену вопроса. Ученый, который приехал последним и увез находку, получил свое имя в названии на 2 века вперед. Охотник, который нашел ее первым и терпеливо ждал 5 лет, пока оттает мерзлый обрыв, получил 50 рублей за бивни и упоминание в примечании. Но имя его все-таки записали, и в мировые каталоги оно попало. Осип Шумахов, Эвенк, охотник, 1799 год. Иногда историю переписывает не экспедиция с бюджетом, а один человек, который умеет ждать. Сколько еще таких лежит в этих обрывах и ждет своего лета? Напишите в комментариях, какая из находок этой реки произвела на вас самые сильные впечатления. Мне интересно сравнить ваши впечатления с тем, что я расскажу дальше. Тайна 6. 4 апреля 1912 года. Перейдем к тому, о чем говорить тяжело. В бассейне Лены в районе города Бодайбо, на ее притоках Витями и Алекме, работали прииски Ленского золотопромышленного товарищества, одного из крупнейших золотодобывающих предприятий империи. Условия труда там были устроены так, как обычно устроены условия в местах, откуда невозможно уйти пешком. Рабочий день доходил до 11 часов, часть заработка выдавали талонами в лавку компании. Травматизм на выработках был высоким, медицинская помощь – формальной. Уволенный зимой человек оказывался за сотни километров от жилья при минус 40. 29 февраля по старому стилю, то есть 13 марта 1912 года, на Андреевском прииске рабочим выдали негодное в пищу мясо. С этого началась забастовка. К середине марта бастовало более 6 тысяч человек. 3 марта они сформулировали требования – 18 пунктов и 4 гарантии. 8-часовой рабочий день вместо 11-часового, повышение заработной платы на 30%, отмена штрафов, запрет на увольнение в зимний период, запрет принуждать женщин к работам, улучшение жилищных условий. Требования были поданы письменно, забастовка шла без насилия. 30 марта директор департамента полиции Белецкий отправил в Иркутское жандармское управление телеграмму с прямым указанием непременно ликвидировать стачечный комитет. В ночь на 4 апреля членов стачечного комитета арестовали. Утром более 2000 рабочих двинулись к Надеждинскому прииску, чтобы подать прокурору письменное прошение об освобождении арестованных и получить расчет. Шествие было безоружным, навстречу вывели солдат. Приказ открыть огонь отдал жандармский ротмистр Трещенков. По новому стилю это 17 апреля 1912 года. Теперь о числах, и здесь надо быть предельно точным, потому что тема допускает спекуляции, а спекуляции здесь недопустимы. Точных данных о количестве погибших нет и, скорее всего, уже не будет. Газета «Звезда» 8 апреля 1912 года сообщила о 170 убитых и 196 раненых. Русское слово дало 150 убитых и более 250 раненых. Советская историография закрепила цифру в 170 убитых и более 200 раненых. Особые журналы Совета министров за 1913 год фиксируют 372 пострадавших, из которых 170 умерли. Следственные комиссии сняли показания у 202 раненых. Общий разброс оценок по погибшим от 107 до 270 человек, и подсчет затруднен тем, что многие раненые умерли позже, уже вне протоколов, от тяжести ранений и отсутствия помощи. Любой, кто называет одну цифру как окончательную, выдает желаемое за проверенное. Расследований было 2, и оба реальные. Правительственную комиссию возглавил сенатор Манухин, бывший министр юстиции. Он прибыл в Иркутск 25 мая 1912 года, а 18 июля отдал распоряжение о возбуждении дела против ротмистра Трещенкова. Параллельно работала общественная комиссия, созданная депутатами Государственной Думы. Ее возглавил адвокат Керенский. В самой Думе министр внутренних дел Макаров произнес фразу, которая пережила его самого: «Так было, так будет». Реакция страны была мгновенной, по разным регионам прокатились стачки и митинги, в которых участвовало около 300 тысяч человек.
Трещенкова уволили со службы и разжаловали в рядовые. Он погиб в бою 15 мая 1915 года. С приисков ушли более 80% работников, по учетным данным 4738 мужчин, 2109 женщин и 1993 ребенка. Убытки владельцев составили около 6 миллионов рублей. Золото продолжали возить по той же реке, что и раньше, потому что возить его было больше негде. Почему все в этом краю всегда упирается в реку? Тайна 7. Дорога, которой нет по полгода. Вот факт, который меняет взгляд на все остальное. В бассейне Лены на 1000 километров нет ни железных дорог, ни асфальта. Река здесь заменяет собой федеральную трассу. И заменяет буквально. Существует государственная процедура под названием «Северный завоз». За короткое теплое окно в отдаленные районы надо доставить все, что понадобится там до следующего лета. Топливо, уголь, продовольствие, стройматериалы, технику, лекарства. Объем по Якутии на 2025 год составлял около 1 400 000 тонн. Навигация на Лене открывается с конца мая, начала июня и закрывается к октябрю. Продолжительность судоходного сезона от 120 суток в низовьях до 180 в верховьях. Не завез, район зимует без топлива, и это не фигура речи. Когда река встает, дорога не исчезает, она меняет агрегатное состояние. По льду прокладывают зимники и ледовые переправы, и это отдельная инженерная дисциплина с расчетами и допусками. Лед наращивают, промораживают, чистят от снега, потому что снег работает как одеяло и мешает намерзанию. Замеряют толщину и по ней назначают допустимую массу машины. В январе 2024 года в Якутии одновременно действовали 42 ледовые переправы. Через саму Лену работают несколько ключевых: Якутск, Нижний Бестях, Хатасы, Павловск, Кангаласы, Сотенцы. В конце декабря переправу открывают для машин массой до 4 тонн. К началу января лед крепнет, и допуск поднимают до 30 тонн. С 1 апреля начинается обратный процесс. Грузоподъемность снижают ступенями. Сначала до 30, потом до 20, потом переправу закрывают совсем. И здесь возникает то, о чем я спрашивал в самом начале. Между ледоставом и открытием навигации есть периоды, когда дороги нет вообще никакой. Лед еще слаб или уже слаб, но река еще не вскрылась или уже забита льдом. Осенью это ноябрь, весной это май и часть июня. 2-3 недели весной и столько же осенью населенные пункты на другом берегу оказываются отрезанными полностью. Ни переправа, ни машина, ни пеший переход. Остаются вертолеты и судно на воздушной подушке. Люди, которые здесь живут, планируют покупки, лечение и поездки по календарю ледостава, так же спокойно, как в других местах планируют отпуск. Ситуацию должны изменить 17 километров бетона и вантов. 17 октября 2024 года на левом берегу Лены забурили первую сваю Ленского моста, первого моста через эту реку в ее нижнем течении. Конструкция трехпилонная, вантовая. Длина самого моста 4,6 километра. Вместе с подходами переход превысит 14 километров. Срок завершения – конец 2028 года. Стройка идет в сложнейших условиях. Мерзлота, ледоход, который бьет по опорам, амплитуда в 100 градусов. Если мост достроят, Якутск впервые получит круглогодичную связь с федеральной сетью дорог. А пока река остается хозяином положения, и раз в год она напоминает об этом так, что помнит десятилетиями. Что происходит здесь в мае? Тайна 8. Почему весной эта река идет войной на города? Механика проста, и от этого только страшнее. Лена течет с юга на север, весна приходит с юга. Верховья вскрываются тогда, когда в низовьях еще держится зимний лед толщиной больше метра. Талая вода с юга приходит в район, где русло закупорено и упирается в ледяную пробку. Дальше река делает то единственное, что может – поднимается. Только за одну зиму на Лене образуется от 10 до 20 кубических километров льда. Это около 3% ее годового стока, и весь этот объем надо куда-то вынести. Подъем в половодье в верхнем течении достигает 6-8 метров, в низовьях доходит до 18. 18 метров – это 6-этажный дом.
Ленск расположен на левом берегу в Западной Якутии. В мае 2001 года лед тронулся 13 числа, прошел немного и встал. 14-го пошел снова. В ночь с 15 на 16 мая ниже города образовался затор, и река начала подниматься. 16-го после взрывных работ уровень удалось сбить до 13 метров. 17-го пришла вторая волна, и отметка достигла 18 метров. 18 мая гидропост зафиксировал 20 метров 12 сантиметров при критической отметке в 13,5. Ко второму дню под водой оказалось 90% города. Весь речной флот Ленска был раздавлен льдом и затонул. Треть городской застройки разрушила полностью. 19 мая по личному приказу главнокомандующего военно-воздушными силами Анатолия Корнукова в Якутск перебросили 5 фронтовых бомбардировщиков и доставили 150 авиабомб. 23 мая авиация полностью разрушила ледяной затор в районе города. К этому моменту счет по всей республике выглядел так. В зоне затопления оказались более 170 населенных пунктов с общим населением около 475 тысяч человек. Эвакуировано более 50 тысяч, только из Ленска вывезли порядка 24 тысяч человек, из Алекминска около 3 тысяч. За 3 дня с крыш сняли 860 человек. По Якутии разрушено более 12 тысяч жилых строений. Погибли 7 человек, 6 из них в Ленске. В реку попало 18 тысяч тонн топлива, общий ущерб оценили в 8 миллиардов рублей. 2 населенных пункта, Бардой и Салбикель, перестали существовать. Дальше произошло то, чему в мировой практике аналогов немного. Ленск отстроили заново за один строительный сезон, до наступления зимы. Люди, потерявшие дом в мае, въезжали в новый до октября. Сегодня в паводок здесь работают по отлаженной схеме: круглосуточный мониторинг гидропостов, чернение льда для ускоренного таяния, распиловка, направленные подрывы. Весной 2026 года ледовое поле подрывали в Намском районе, чтобы стронуть затор. Протяженность фронта ледохода тогда составила 358 километров, а за сутки он продвигался на 43 километра. Река идет на север стеной битого льда со скоростью почти 50 километров в сутки, и остановить ее нельзя, можно только успеть отойти. И вот вопрос, который здесь задают всерьез: как по такой реке вообще возить грузы? Тайна 9. Порт, без которого север остается без топлива. Город Усть-Кут в Иркутской области выглядит обыкновенно ровно до того момента, пока не узнаешь, что здесь находится крупнейший речной порт России. Называется он Осетрово, и его значение объясняется одной особенностью географии. Сюда, к самой реке, подходит железная дорога. Дальше на север рельсов нет. Все, что нужно огромным территориям, приезжает по железной дороге в Усть-Кут, перегружается с вагонов на баржи и уходит вниз по течению. Через Осетрово проходит до 80% грузов для северных районов Иркутской области, для Якутии и для арктического побережья на протяжении от Хатанги до Колымы. Производственные мощности порта до 1,5 миллиона тонн в год в самом Усть-Куте и еще 150 тысяч тонн в Витиме. Деталь, которая объясняет всю схему одним словом. Железнодорожная станция в Усть-Куте называется Лена. Не по городу, а по реке, потому что смысл этой станции именно в том, что рельсы дошли до русла и здесь остановились. Через нее в порт приходят составы, и здесь заканчивается сухопутная логистика для территории размером в несколько Франций. Все, что не успело перегрузиться на барже до конца навигации, будет ждать до следующего лета, либо поедет зимником за многократную цену. Именно поэтому Осетрово называют стратегическим объектом без всякого преувеличения. Сбой в одном речном порту в Иркутской области отзывается отсутствием угля в поселке на побережье Ледовитого океана. Работать все это должно в окно длиной от 120 до 150 суток. Отсюда стиль работы, который в других портах сочли бы авральным, а здесь считают нормой. Круглосуточная перевалка, очередь барж, жесткий график отправки караванов по расстоянию до пункта назначения. Судно, вышедшее слишком поздно, рискует не дойти и вмерзнуть на зимовку в первой попавшейся протоке. Такое случалось не раз.
Ниже по реке цепочка портов принимает эстафету: Киренск, Ленск, Алекминск, Покровск, Якутск, Сангар, Тикси. Якутский порт обслуживает столицу республики и весь центральный узел. Дальше груз расходится по притокам: по Алдану, по Вилюю, по Оленёкской системе. И по зимникам уходит от русла в глубину улусов. Главный враг у этой системы вовсе не мороз, главный враг – маловодье. Лена не зарегулирована, уровень в ней задает только погода. И в сухой год перекаты мелеют до состояния, при котором груженая баржа физически не проходит. В такие сезоны суда не догружают, часть каравана разворачивают, а сроки завоза срываются. Портовики в маловодные годы работают на пределе, увеличивая приемку и перевалку на десятки процентов, чтобы успеть протолкнуть объем в короткое высокое стояние. Один просчет в мае оборачивается зимой без угля в январе. Это подводит нас к 10-й точке, и она о том, что находится под килем, о самом русле, которое до сих пор изучено хуже, чем кажется. Тайна 10. Что известно про дно? Начнем с глубин, потому что они удивляют. В среднем течении, после впадения Витима, преобладающие глубины составляют 10-12 метров. В нижнем течении – 16-20. Есть плесы, где эхолот показывает больше 20. Речь про реку, ширина которой в отдельных местах нижнего течения превышает 20 километров, а в разливах с островами доходит и до 30. Представьте себе водную поверхность до горизонта, под которой 20 метров темной глубины и течение, тянущее к океану 17 тысяч кубометров каждую секунду. Но самый жуткий участок русла находится не в широких низовьях, а в верхнем течении, в Киренском районе Иркутской области. Называется он Ленские щеки. 3 громадные скалы серо-желтого и красновато-бурого цвета обрываются прямо в русло и сжимают реку в узкий, извилистый коридор. Первая и третья щека находятся на правой стороне, вторая на левой. Общая длина каньона около 3 километров, глубина ущелья доходит до 200 метров, а ширина русла местами сокращается до 700 метров. Река, привыкшая разливаться на километры, здесь бьется в каменных тисках, разгоняется и закручивается водоворотами. Судоходство на этом участке считается одним из самых трудных на всей реке, а сразу ниже начинается перекат, который лоцманы называют «чертовой дорожкой», за которым русло делает несколько крутых поворотов подряд. Названия здесь не сочиняли для красоты, их давали те, кто здесь тонул. И теперь та вещь, ради которой я тизерил эту главу в самом начале. На Лене нет ни одной плотины на главном русле, ни одной гидроэлектростанции, ни одного водохранилища, ни одной запруды на протяжении всех 4400 километров. Из великих сибирских рек это единственный такой случай. Ангара, Енисей и Обь перегорожены каскадами. Лена течет по тому же руслу, по которому текла до появления человека. ГЭС в бассейне есть, но на притоке, на Вилюе. Последствия видны в биологии. Рыба свободно проходит на нерест по всей длине системы, и потому здесь сохранился набор, утраченный в других местах. Осетр, нельма, доходящая до 50 килограммов, таймень, муксун, омуль, чир, ленок, сик. Лена остается единственной рекой России, где промысел осетра разрешен легально. За эту свободу приходится платить непредсказуемостью паводка. Плотины гасят половодье, а здесь его гасить нечем. Кто первым решил, что жить у такой реки – хорошая идея? Тайна 11. Народы, которых река кормит и держит. Ответ на этот вопрос уходит на тысячелетия. Первыми в бассейне были эвенки, тунгусские группы, разошедшиеся по огромной территории от Иртыша до Охотского моря и от Таймыра до китайской границы. Занятия традиционные – охота, оленеводство, рыболовство, на юге также коневодство. Сегодня эвенков в России около 37 800 человек, но на эвенкийском языке говорят лишь около 4600. Язык уходит быстрее, чем народ, и это отдельная, тихая трагедия. След эвенкийского в местной географии остался повсюду. Слово «тукулан», которым называют песчаные дюны в национальном парке, эвенкийское и означает просто «пески». Якуты пришли позже. К
15 веку несколькими волнами они мигрировали из Прибайкалья в бассейны Лены, Алдана и Вилюя, где частично ассимилировали, частично оттеснили эвенков и юкагиров. К 17 веку якуты занимали сравнительно компактную территорию в среднем течении реки, и здесь замыкается круг, который я начал в 3 главе. Тот самый всадник со знаменем с наскальных изображений у Качуга приписывается курыканам, народу, которого считают предком якутов. Получается, что рисунок на скале в верхнем течении и герб республики в среднем течении разделяют 1000 с лишним лет и 1500 километров русла, но это одна и та же фигура. Река перенесла память вниз по течению вместе с людьми. Как эта жизнь устроена технически – отдельное чудо приспособления. Якутская лошадь зимует на подножном корму, разгребая копытом снег при температурах, которые убивают любую другую породу. Скотоводство, коневодство, рыбная ловля, охота, кузнечное дело – вот на чем 1000 лет держалось хозяйство. Речная рыба идет в дело круглый год. Летом сетями, зимой подледным ловом. И мороз здесь заменяет холодильник без всякого электричества. Строганина попала в меню ресторанов много позже, а придумана была от нужды. Замороженную рыбу можно хранить месяцами и есть без готовки там, где топлива мало. Русские остроги встали на этой же реке рано. Киренск в 1630-м, Якутск и Жиганск в 1632-м. С тех пор на одном русле живут рядом якуты, эвенки, эвены, русские, юкагиры, долганы, чукчи, 7 народов и 7 ромбовидных кристаллов в обрамлении герба республики означают именно их. Река свела их вместе без всяких добрых побуждений. Она была единственным путем и другого выбора не оставляла. А что она делает в самом конце пути? Тайна 12. Лабиринт, в котором река распадается на 800 рукавов. Примерно за 150 километров до моря Лаптевых Лена перестает быть рекой в привычном смысле. Она разваливается на протоки и получается одна из самых больших дельт планеты. Площадь ее обычно дают как 45 тысяч квадратных километров. Территория биосферного резервата, включающая прилегающие участки, превышает 60 тысяч. Расхождение — это не ошибка, просто одни считают собственно дельту, другие — охраняемую территорию целиком. И об этом стоило сказать прямо, потому что цифра в 60 тысяч кочует по статьям без пояснений. Даже по нижней оценке это площадь целого европейского государства. Внутри лабиринт, в котором теряются и техника, и люди. Более 800 проток общей протяженностью около 6500 километров, более 1500 островов, более 60 тысяч озер. При этом до моря, не прерываясь, доходят только 3 главные протоки: западная Оленёкская, средняя Трофимовская и восточная Быковская длиной 106 километров. Именно ее включают в общую длину Лены, из-за чего и возникает разница между 4400 и 4294 километрами. У вершины дельты поднимается остров Столб, одиночный останец, отмытый водой от отрога Хараулахского хребта. Он работает природным маркером, отсюда река начинает делиться. Впервые все это описал Ленско-Енисейский отряд Великой Северной экспедиции в августе 1735 года. В 1985 году здесь учредили государственный природный заповедник Усть-Ленский. Под охраной популяции белого медведя, снежного барана, лаптевского моржа, нарвала, нерестилища сиговых рыб и участки массового гнездования водоплавающих птиц. Летом тундра дельты превращается в один из крупнейших птичьих родильных домов Арктики. Гуси, лебеди, утки, гагары, чайки прилетают сюда с 2 континентов, а на острове Самойловский с 2013 года работает научно-исследовательская станция по оснащению, сопоставимая с лучшими арктическими станциями мира. Совместные работы начались еще в 1998 в рамках российско-германских экспедиций с участием Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Изучают там климат и мерзлоту круглогодично, гидрологию, динамику арктического побережья и, главное, потоки парниковых газов, прежде всего метана, который выходит из оттаивающих грунтов и со дна проток. И вот здесь тревожно по-настоящему.
Островная суша в дельте сложена ледовым комплексом, грунт, в котором льда больше, чем породы. Когда такой остров тает, он не оседает, а исчезает. Вода уносит оттаивший материал целиком. Береговые обрывы отступают на метры в год, а вместе с ними в море уходит то, что мерзлота держала десятки тысячелетий – кости, торф, древний углерод. Дельта Лены сегодня работает одновременно и как заповедник, и как гигантский датчик, по которому измеряют скорость происходящего с Арктикой. Показания этого датчика ученым не нравятся. Куда все это уходит? Тайна 13. Тикси. Где заканчивается дорога? Восточнее устья, за полярным кругом, на берегу бухты в море Лаптевых находится поселок Тикси. Название якутское и означает «встреча». Точнее для этой точки не придумать. Здесь речная дорога встречается с морской. Поселок возник в 1933 году как опорный пункт только осваивавшегося тогда Северного морского пути и до сих пор остается самым северным морским портом России. Население около 4500 человек, и это после того, как за постсоветские десятилетия отсюда уехали многие тысячи. Условия работы порта объясняют его судьбу лучше любых отчетов. Навигация здесь длится менее 3 месяцев, с конца мая по начало сентября. Глубины в бухте малы и крупные морские суда принимать невозможно, поэтому грузооборот держится на уровне около 30 тысяч тонн в год. Смешная величина для морского порта и огромная для тех, кто без этих тонн зимует. Море Лаптевых, в которое все это выходит, считается одним из самых суровых на планете. Площадь около 662 тысяч квадратных километров по одним данным и 672 по другим. Средняя глубина 533 метра, наибольшая 3385. Температура держится ниже нуля более 9 месяцев в году. Площадь неподвижного припая составляет около трети всей акватории. Океанологи называют это море «фабрикой льда». Именно отсюда лед выносится в Центральную Арктику и питает дрейфующие поля. Имя морю дали двоюродные братья Лаптевы, участники Великой Северной экспедиции. И цена этих имен на карте была заплачена здесь же. В Якутске построили дубель-шлюпку «Якутск», и Ленско-Хотангский отряд под командованием Василия Пранчищева 25 августа 1735 года дошел до устья Оленька, где встал на зимовку из-за обнаруженной течи. В августе 1736-го судно снова вышло в море и поднялось вдоль восточного побережья Таймыра дальше на север, чем кто-либо до них. Обратно Пранчищев не вернулся. Вместе с ним в экспедиции шла его жена Татьяна, первая женщина в истории, участвовавшая в арктической экспедиции. Она пережила мужа на 14 дней и умерла 12 сентября по старому стилю 1736 года. Оставшиеся в живых довезли тела супругов до мыса Тумул в устье Оленька и похоронили их там. На пустом северном берегу и сегодня находится одинокая могила с 2 крестами. Сегодня Тикси снова пытаются оживить. Северный морской путь получил новый импульс. Инфраструктуру порта укрепляют, обсуждают его роль как логистического узла Восточной Арктики. Но природа условий не поменялась ни на градус. Судно, опоздавшее к сентябрю, зимует. Самолет, не севший из-за пурги, ждет неделю. Человек, оказавшийся на льду в шторм, не возвращается. И здесь заканчивается дорога длиной в 4400 километров, начавшаяся ручьем шириной в метр у подножия Байкальского хребта. Стоило ли оно того? Теперь соберем ответы, которые я обещал в начале. Первый вопрос был про то, почему эта река каждую весну делает то, чего не позволяет себе ни одна река Европы. Ответ прозвучал в 8 главе и звучит буднично. Потому что ее никто не держит. Ни одной плотины на главном русле, ни одного водохранилища, способного принять паводок. 10-20 кубических километров льда за зиму и течение с юга на север в сторону еще замерзшего устья. Ленск в 2001 году оказался в той самой точке, где механика реки срабатывает на полную мощность. Второй вопрос был про мерзлоту. Она держит толщу до 1370 метров, а внутри 250 родов ископаемых растений на Мамонтовой горе, скелеты шерстистых носорогов, мамонтовую фауну возрастом от 120 до 10 тысяч лет и около 122 тонн бивня, которые добывают тут ежегодно.
Едут за этим со всего мира, потому что второго такого архива на планете нет. Третий вопрос был самым неудобным, и ответ на него получился не тем, которого ждут. Люди, для которых река — единственная дорога, не чувствуют себя запертыми. Они выстраивают жизнь по календарю реки так же, как другие выстраивают ее по расписанию электричек. Навигация с конца мая, зимник с декабря, полная изоляция в распутицу, вертолет по погоде. Якутская лошадь зимует на подножном корму при минус 50. Рыбу морозят вместо холодильника. Дом ставят на сваях с продухом, а мост через Лену начали строить только в 2024 году. И до 2028 будут жить, как жили. Страшно эту реку называют те, кто смотрит со стороны. Те, кто здесь родился, называют ее кормилицей и не понимают вопроса. 13 точек, если считать по порядку. Столбы из кембрийского известняка возрастом до 560 миллионов лет. Исток в 7 километрах от Байкала, развернувший реку на север. 3000 наскальных рисунков у Качуга и спор о Диринг-Юряхе, где разброс датировок почти в 10 раз. Мерзлота глубиной больше километра, Осип Шумахов и 50 рублей за мамонта, который стал первым скелетом в мире. 4 апреля 1912 года на Надеждинском прииске. Дорога, которой нет по полгода. 20 метров, 12 сантиметров в Ленске. Осетрова, через которое идет 4/5 северного завоза. Ленские щеки и русло без единой плотины. Народы, которых река держит 1000 лет. Дельта с 800 протоками. И Тикси, где все заканчивается. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете еще, обязательно расскажите, я читаю все. А пока потепление в этих широтах идет вдвое с лишним быстрее, чем в среднем по планете. Обрывы в дельте отступают на метры каждый год, и то, что было запечатано 37 тысяч лет, начинает вытаивать само. Лена – самый большой неоткрытый архив на планете, и он только начинает говорить. Вот и все на сегодня. Благодарю вас за просмотр и желаю вам только хорошего настроения.